Приветствую вас, дорогие зрители нашего канала. Мы с Артемом ехали проверять, разведывать 3 деревни. Но по пути вот не доехали, остановились, решили проверить вот такое скошенное поле. И у меня первая находочка была вот такая вот. Я ее помыл, почистил. Какая-то клинопись на ней, то есть медная штука. Хотя по весу, наверное, не медная, что-то тяжеленькая какая-то. И вот на ней какие-то вот символы. Что это, непонятно. Сейчас еще покручусь. По-моему, здесь еще сигналы есть. Может быть, продолжение найду. А первая деревня, которую мы хотели проверить, она находится вот в районе того леса, где-то вот там. Сейчас поедем, ну, здесь когда закончим, поедем туда посмотрим. Такие красивые места. Приехали. Солнышко выглянуло, хотя из дома выезжали, было пасмурно. В общем, опять преследует меня военная тематика. Опять идут гильзы. Поеду я, пожалуй, на ту деревню все-таки. Здесь неинтересно. В общем, приехал я на место этой деревни, первый, который хотел проверить. Там уже один копает, комрад. Порассказывал мне про нее, в общем. Что здесь, в общем, есть находки, но немного. А у меня первый сигнальчик был, и тут же монитос. СССРчик. 1 копейка 37-го года, но сохран хороший. Который вторую деревню я хотел проверить. Он говорит, что она хуже, чем эта. Ну, сейчас посмотрим, что здесь. Если что, тогда поедем туда еще съездим. Еще прошел метров 50, наверное. Не было сигналов таких нормальных. Ну, чермет немножко набрал. И зазвенело хорошо. Песочек оказался, грунт. Пуговка вот такая интересная. С петелькой нормальная. Тереть не буду, она вроде еще золотистая такая. Дома отмою. Нашел такую вот штучку интересную, заточенную. Трактор, наверное, какая-то штука. В общем, нашли мы вот такую дробинку. Пока больше интересных находок нет. Интересных находок пока нет. Фу, интересных находок. Фу. Интересных находок пока нет. В общем, нашли мы вот такую дробинку. Пока интересных больше находок нет. Там комрад копает. Идем к машине обедать. Уже вот почти пришли. Вот такая вот у нас находочка. Ручка, что ли, какая-то была. Или что-то такого плана. И опять гильзач. И еще одна гильза. Нужны монеты, а мне гильзы какие-то идут. Попалась вот такая вот интересная штучка. Какая-то. Хвостик у нее шевелится вот этот. Что это, непонятно. Вот был такой еле-еле уловимый сигнальчик. Оказалась монетка. Ну-ка, что это такое? В хорошем сохране, да? Да, 2 копейки. 1949 год. 49-й? Да. Да, 49-го года. В общем, с этого поля мы сейчас будем с Артемом уезжать. Находок здесь, ну, 2 монетки мы нашли, пуговицы я нашел. И вот чуть-чуть чермета. Килограмм 7, может быть, 10. Тот копатель уехал, который копал, но приехал другой. Я не знаю, что они тут копают. Находок здесь практически нет. Вот чермет только и все. Кругом сигналы, кругом черный копаешь. Я бы за это время, наверное, уже в лесу бы у нас гораздо больше монет нашел. Копаем мы здесь уже часа, наверное, 2, а то и больше. Так, 12. 12 Часа 3 мы копаем примерно. Сейчас поедем на другое поле. Сейчас Артем чайку попьет. 4 тоже примерно. Нет, мы в 9 приехали, а сейчас еще нет 12. Мы приехали не в 9, мы в 8 с чем-то приехали. Ну, почти в 9. 8:40 где-то так. На это поле в 9. Собаки. Где, далеко? А, вот тут ходят 2 какие-то собачки. Мышек ловят. Маленькие. Щенята. Он увидел, видимо, вот так поскакал, вот так нос. Ну да, ловит мышек. Иди пей чай, да поехали. В общем, мы на остатках второй деревни проверяемой. Зашел в кукурузу, копнул и нашел опять гильзу. И снова у нас гильза. Наверное, буду выбираться из этой деревни, она вообще бесперспективная.
Вот нашли, комрад, видимо, какой-то сброс сделал своих находок. Шпурдяка с этих деревни. Я нашел там гильзу. Но здесь, в общем, сигналы везде. Тут просто вот с металлоискатель включаешь, он везде орет. Но ничего ценного не нашел. Гильз штуки 3 или 4. И ни одной монетки. Надо отсюда уезжать. В общем, приехали на берег двух прудов. Потом я, когда будем выезжать, покажу вам. Тут два пруда таких интересных. Тут тоже была деревушка. Это уже третья в нашем списке. Копнули первый сигнальчик. И вот Артем копал-копал, докопал до монетки. Что это такое? Ну, желтенькая. Желтенькая, что это? Это не СССР. А что это? Это какая СССР? А, да, СССР. Это ранние советные. Да. Две копейки отсюда вижу. 1931. 31-го года? Да. Да, ранние советики. Сохран хороший, да? Да. Тихо, смотри. Вторая монетка хорошая. Нет, чуть-чуть каверный есть. Где? Ну вот тут вот будет. Я нашел молоток. Нашли вот такой вот молоток. Возьмем. В общем, вот один из прудов. Второй вот на той стороне дороги. В этой деревне мы больше ничего не нашли. Ну, там особо не походишь, все засеяно вот так вот кукурузой. Походили, короче, только чермет. Одна монетка, молоток и чермет. Сейчас Тёма похомячит, поедем дальше. В общем, мы с Артемом приехали в лес, который тут у нас рядом с домом. Мы вот в этом видео уже копали в этом лесу. Нашли две вот такие вот штуки. Сейчас покажу. Вот. С крутилками с какими-то. Что там так? Но вот на одной из этих штук что-то прилипшее. Похоже на монету вот здесь. Сейчас мы лопатой попробуем отковырнуть. И тогда покажем вам, что это такое. В общем, Тёмочка нашел вот такой вот. Наверное, часы были или что-то типа того. В общем, там оказалось не монеток прилипшая, а может и монета, мы ее не смогли оторвать, короче. Все, лопатой только затерли. А здесь вот еще отошли немножко. Нашли сигнальчик такой. Тём, где-то здесь, да, мы выкопали? Вот она. А, вот. Оказалась монетка. Что это, Тём? СССРская. Это 5 копеек, суть по размеру. СССРская, какая-то оранжево-желтая. Это патина, это хорошо. 28-й год. Ну, ранние советики 5 копеек. Дай, подожди. Не затирай рельеф. 5 или 3. Нет, это 5. 5, Хороший. конечно, 5 копеек. Ага. Ну так, ну он не хороший, он более-менее. Нормально. Дай посмотрим. Он с патиной еще даже. Пятака ушли от пятака ушли метров на 10. И у нас опять монетка. Давай смотреть, что там. На больше нет. Да не, 10, не больше. Нашли параллельно. Нет, это Что это? 2 копейки. 1039. 1939? Сегодня только одни 2 копейки и 1 пятерка. Да, сохранчик отвратительный. И снова нас преследуют гильзы. А в 2 метрах еще гильза. Как не стрельная? Стрельная. Нет же, стрельная, вон дырка. Попалась вот такая вот лопатка детская. Кто-то тоже клад искал. Да не, ну мне кажется, это не монета. Давай в перчатках. Не, я сам поищу. О, Пулю нашел. Да. То гильза, это пуля. Понятно. она, смотри, какая не выключает, подожди. Хочешь показать, что какая? О, какая длинная, да. Ага, с ладонь твою. В общем, сейчас утро воскресенья. Время где-то около 8 утра. Решил покопать еще у себя за домом немножко, для того, чтобы для видео побольше материала было. Пошел по тропинке, по которой уже, наверное, раз больше 15 ходил. Здесь уже копал, все перекопано. Но нашел вот такой вот сигнальчик. Вот тут вот я что-то копал, искал. Вот здесь вот что-то копал, искал. Ну, в прошлые разы. А вот здесь вот мне попалась такая вот брошка. Как я ее раньше не заметил, не знаю. Ну, она, земля тут у нее прилипшая, надо помыть. Кто не подписался на канал, скорее подписывайтесь, ставьте лайки. То есть, как видите, выбитых мест не бывает. Ямки рядом прям меньше метра, 2 штуки, а находки все равно идут. То есть, надо искать. Жалею, что не заснял вам. Тут вот выкопал ямку.
Сигнал был черный, треск стоял, но иногда пробивал до 77, то есть с цветниной. Думаю, ну дай копну, попробую ради интереса, просто утро, еще сил полно. И оказалась монетка. Это у меня 3 копейки 49-го года. Вообще отлично. А сигнал чернейший был, просто треск. В общем, поводил металлоискателем. Здесь вот до сих пор треск стоит. Такой же вот иногда. Может быть, просто здесь чернина рядом с монеткой была, поэтому такой звук был. Но вот тоже иногда пробивает. Правда, до 55. 50. Ну, давайте копнем, посмотрим. Яму раскопал, потом замучусь закапывать. Ну и где? Сверху прям был. Что-то черное валялось. Сейчас найдем. Вот. Ну, какая-то железка была, поэтому сигнал... А, это... Нет, это не пуля, это какая-то железка. Поэтому сигнал был черный. Видимо, в прошлые разы я его просто не копал. Потому как сигнал был отвратительный. У меня вот здесь вот сигнальчик 83. Что-то мне, конечно, подсказывает, что это пробка от бутылки, потому как он куча пустых бутылок валяется. Но я копну. Смотрю, что это такое. Так семафорит. А еще и сверху точно пробка. Даже не пробка. Банка пивная сплавленная. В общем, сейчас ходил минут 5-10 без монет вообще. Раскопал вот такой вот тут сигнальчик был, непонятный тоже. Раскопал такую яму, думал, в глубине, оказался здесь сверху вообще. В общем, это монетка какая-то, но она, походу, горела. Сейчас посмотрим. А, 50 копеек. Это ходячка, что ли? «91-й год, 50 копеек. А это уже и не ходячка. А это да. Да, там он Белый дом. Ну так вот. Тут я смотрю, сигнал какой-то странный. Здесь, короче, еще большим сейчас проверил. Еще что-то сигналит вот здесь-то. Да, есть что-то еще. А, это нет, это мусор какой-то. Хотя нет, это не мусор. Ну, вернее, мусор, конечно, но это уже что-то было. Сейчас почищу, покажу. Она не почистилась. Но это какая-то типа, ну, не знаю, тоже типа брошки, что ли. Что-то. В общем, минут 15 брожу без находок, и у меня наконец-то выпадает очко. Вот она. Кто-то обронил. Залез в такую вот глухую часть нашего леса. Тут, по-моему, вообще никто никогда не ходит. И нашел вот такую вот дробину. Для тех, кто редко выходит в лес, в Московской области малина лесная поспела. Можно собирать. Вкусная. В общем, шел домой и наткнулся на сигнальчик. Такой, с черниной, 72, что ли, был. Но оказался монетос. О, вообще съеден. Так, сейчас помою, включусь. Точно не уверен, но, по-моему, 53-й год написано. И, по-моему, это 15 копеек. Но не точно. Шел я такой в сторону дома и повстречал своего старого знакомого. Правда, в другом месте.
Наверное, его детеныш, ежонок. Уже самостоятельный, видимо, гуляет. От того гнезда метров, наверное, 200, которое я снимал там в одном из видео. Кому интересно, есть видео с ежатами, где там гнездо снимал. Вот здесь вот сейчас вставочку сделаю. В общем, копала сегодня 2 часа примерно. У себя в лесу, вот за домом прям, там, где я все время копаю, где уже все копано-перекопано, находок немного, практически нет. Вчерашняя разведка тоже не дала особого результата. То есть вот за 2 дня удалось собрать вот военная тематика, какие-то медные штучки загадочные для меня, то есть интересные элементы, 2 брошки, пуговка со звездой и 9 монеток. Если ты еще не подписан на наш канал, скорее нажимай вот на эту кнопочку и становись одним из нас. Также не забывай оставлять комментарии под видео и ставить лайки. До новых встреч!